Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский пасьянс, второй расклад. Неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем, что за неожиданности нам подскажут карты. И цыганский пасьянс состоит из мелких карточек. И вот эти значения, которые у нас формируются, это, по сути, величество случай или рандомная какая-то тусовка у нас происходит. Вот давайте допустим альтернативные варианты развития событий. И эта колода карт, которая у меня очень много лет, она про событийный ряд как раз нам и рассказывает. А после мы дополним на колоде Таро ангелов, патронажа, опеки ангелов. Дополним то, что выпадет или как видят, может быть, карты Таро. Июнь месяц для вашего знака зодиака. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет, не передаст ваши чувства. Или, ну, может быть, то, что у вас наболело. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, мои дорогие водолеи. И все равно какие-то подсказки для вас будут. Итак, давайте будем узнавать неожиданности и сюрпризы июня для водолеев. Я смотрю на выпавшие значения, и вы смотрите. Если что-то прошляплю, напишите, обсудим. Ну, наверное, исполнение желания это точно. Смотрите, солнышко в самом начале. Конечно, солнце это наше эго. Когда мы что-то хотим сделать по-своему. Прямо вот упереться, что называется. И ни шагу, ни вправо, ни влево. Поэтому дипломатия нам определенно будет помогать. Помогать как раз, чтобы это солнце, ну, как-то продолжить на более длительный период жизни. Какой-то период возможностей или период радости. Но вообще позитивное небо июня. Давайте пойдем дальше. У кого-то могут быть согласования в высоких инстанциях. Карта-книга – это чиновники или учреждения, куда мы обращаемся. Самые любые учреждения. Это может означать, что вы пойдете за консультацией, к примеру, даже юриста, если это вам необходимо, или пойдете подписывать какие-то документы по работе, или вот вся та деятельность, которая связана с бумагами или документами великой важности, или тем, что вам необходимо оформить де юре. И это можно расценивать как открытый путь. Открытый путь как раз к возможностям, когда вы можете осуществить свои намерения. И это здорово. Идем дальше. Есть по какому-то вопросу сомнения. Вот смотрите, может быть, не совсем вы в том ключе у вас получится решить какой-то вопрос в высоких инстанциях, учреждениях, вот все то, о чем я говорила. Или для вас потребуется какой-то иной метод, иной путь. Или вы узнаете что-то, что может вот этот месяц, как сомнение, неуверенности в вас откликнуться. Или, может быть, как тот вариант, который вы не предполагали. И тогда придется рассмотреть то, что наиболее реалистично, или то, что можно осуществить на практике. И нет ведь каких-то преград, посмотрите, закрытых путей, например, да, у нас разные плоскости, как раз выпадает карта замка. А тут вы получаете еще и молниеносное известие. Вот в неожиданностях молния, какая-то информация. Давайте раскроем дальше, пока нам не показывают, в каком контексте эта информация. А это к радости какая-то информация. Смотрите, венок. Венок как раз радость, счастье. Когда на душе тепло, светло, хорошо. И посмотрите, у вас еще выпадает лебедь, мои дорогие водолеи. Лебедь. Это как любовь. Искренние отношения. Это верность, мои дорогие. И значит, есть какая-то
составляющая вашей жизни, личной жизни, которая связана с конкретным человеком. Ну а для тех, мои дорогие, кто в сольном варианте один или одна, с такими прекрасными значениями самое время проститься с одиночеством и продумать, каким образом познакомиться. Мы можем встретить человека в любой обстановке. К этому не надо подготавливаться. Единственный момент – не быть в какой-то зоне ограничений, а именно больше быть открытым контактам, новому общению, всему новому и позитивному. Почему я так говорю? Потому что есть у вас такое еще значение – череп. Это переживание, опять же, какие-то сомнения, ненужная философия. И это вам может конкретно помешать. Как и быть счастливым, как и быть любимым, получить какую-то радость или вдохновиться конкретно каким-то общением, или новыми интересами, новыми возможностями. Тут может быть по-разному. Молния вам выпадает, и у каждого по-своему это может проиграться. Вы можете действительно познакомиться с человеком, почему нет, отправляясь к чему-то учиться. Или когда вы расширяете горизонты собственного общения, горизонты ваших интересов, или для кого-то из вас, хоть нам карты наперед и не показывают, но может быть как подготовка к какому-то путешествию. Или к тому, что тут у каждого своя какая-то задумка и побудительный мотив. Я хочу быть счастлив раз, и я хочу реализовать какой-то свой проект два. И на пути осуществления вашего плана вам может что-то позитивное встретиться, как и искренние, повторюсь, отношения, так и конкретно радость. Единственное, то, что нам запрещают, это вот находиться в глубокой какой-то философии и в негативных мыслях. Вот другого я не вижу. Нет помех, мои дорогие. Давайте я посмотрю, что еще могло совпасть. И вы тоже смотрите. Если в течение видео вы слышите посторонние шумы, у соседей ремонт, прошу извинить, на это я вообще никак не влияю. Пытаюсь корректировать между их ремонтом и моей записью видео. Но насколько это получается, судить вам. Пока с вами разговариваю, я не увидела еще новых значений. Давайте перейдем к картам Таро. И что же нам покажут, расскажут карты Таро ангелов, неожиданности и сюрпризы для водолеев. Июнь 2024 года. Что же там с неожиданностями для вашего знака зодиака, мои дорогие водолеи? А вот смотрите, пятерка земли или пятерка пентаклей, ведь это всегда недостаток. И в этой колоде карт вот была какая-то нехватка, были конкретно волнения. Так на карте это и прописано. И приходит помощь. Приходят возможности, мои дорогие. Какая-то дверь, которая была прежде закрыта, теперь будет открыта благодаря, как помощи высших сил. Сам ангел открывает. Может быть, это новые возможности. Или вы, вот ангел открыл, представьте себя на пороге каких-то возможностей, которые к вам приходят совершенно как вы не ожидали. Или вам что-то предлагают. Может быть, это как подсказка вашей интуиции, шестого чувства, или как ваш какой-то план, мечта, когда вы о чем-то мечтали всегда, и теперь вы пришли к какому-то жизненному знаменателю, или я сейчас начинаю это, или это не произойдет никогда. И вы уже тем самым решением открыты новым возможностям. И как только мы в ментальности себе это где-то проговорили или осознали, пространство очень быстро откликается, открывая перед нами определенные двери. И эти двери, они могут не походить на те, которые мы предполагали. И мы можем оказаться совсем не на том пороге, как мы это представляли. И войти нам нужно вот в это пространство, которое тоже мы как-то думали по-другому. Вот представьте себя на этом пороге. Что меня ждет за этими дверями? Вошли бы вы, если бы вот так ангел открыл перед вами двери. Доброе небо июня вам помогает, мои дорогие. И не думайте долго, чтобы не упустить какую-то счастливую возможность. Нам кажется, возможности к нам будут приходить каждый день. Я вот еще подумаю, а вот завтра, послезавтра буду видеть, да, нет или как.
а завтра-послезавтра, а никак. Нам никто ничего не предлагает. Иногда бывает острота момента. Вот это вы учитываете, потому что в этой колоде карт конкретно нам показывают недостаток, волнение, тревожность, разочарование и помощь. Это неожиданности и сюрпризы. Что еще? Но я уже точно больше не тяну ни одной карты, потому что как бы запрещено, да, считается. Но у вас-то два солнца, посмотрите, карта солнца. Это карта успеха. Когда мы что-то можем вообще передумать, перепланировать. Это карта, безусловно, энтузиазма, новых возможностей, счастья и реализации, самореализации. И для вас, мои дорогие водолеи, все то, что я говорила. Сделать вот этот самый квантовый скачок. Пусть это будет сделано только ментально, но вы для себя уже какую-то траекторию наметите. И будете готовы, с одной стороны, к неожиданностям, потому что понимаете, да, вообще-то это подсказка. И ведь ваш знак зодиака, все человечество, наверное, ждет, когда окончательно Плутон перейдет в ваш знак зодиака, потому что это, знаете, как больше индивидуальности, больше свободы, больше самореализации. И совершенно в каком-то новом ключе. Когда не давлеют какие-то догмы, когда мы можем самореализоваться с большим позитивом или с большим коэффициентом полезного действия. Это сами по себе как новое качество жизни, так и радость от жизни. Вот это самое солнце. Энтузиазм, безусловно, который нужно рассчитать как-то очень правильно, правильно приложить свои усилия. Но возможности у вас будут дважды, как и ангелы на вашей стороне, так и по карте Солнца высшие силы вам могут показывать тот путь, по которому вам стоит пройти. Перекладывайте на себя, и тут и по части личной жизни. И все же карта Солнца, это может означать ваши высокие устремления, идеалы. У кого-то ваше творчество по работе через высокие идеалы, смотря чем вы занимаетесь. У кого-то я буду строить карьеру, и мне надоело быть на вторых ролях. У кого-то это через вопросы заработков могут прийти. Может быть, что-то вы и завершаете в июне месяце, но это для того, чтобы расчистить себе путь в будущее, к собственному солнцу. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.